микрофона, как обычно, я Лайнес, и это вас встречает 20-я серия пути Лайнеса в Black Rush. Сегодня же нас опять ждет множество покупок различных автомобилей, может быть даже покупать будем аксессуары. Это все будет в этом видеоролике. Друзья, давайте сходу ставим лайки, подписываемся на канал, кто этого еще не сделал, пишем комментарии, отвечу на все комментарии, которые будут под этим видеороликом. Наверняка, друзья, вы смотрите других блогеров по Black Rush, и у них, вы знаете, есть свои задачи на свой путь, а у меня нету. Поэтому мы это исправляем, и теперь у меня есть 10 задач на путь ютубера на моем канале. Вот он, этот список, можете остановить, посмотреть, прочитать и дальше приступать к просмотру данного видеоролика. Из этих пунктов у нас ничего еще не выполнено, а теперь приступаем к началу видеоролика. Всем приятного просмотра. Так как в прошлом ролике мы продали все, что у меня было на перекуп, теперь мы ищем новые машины. И здесь у нас хорошая машина. Это Bugatti Atlantic на прошивке Sport, гидре пневме, full свет. Плюс хорошее занижение. Только останется поменять ему цвет. А так она хорошая. Сама по себе комплектация этого автомобиля, и мы ее возьмем сейчас за 3,2 миллиона уже, скорее всего, если челик отправит нам предложение. Наконец-таки, друзья, нам прилетает предложение 3,2 миллиона. Это хорошая цена, так как даже если я ее и не смогу продать, то я ее буду продавать по максимальному прайсу. Это получается 3,6 миллиона в плане продажи ее, если даже и не будет у меня предложения. Но я вам отвечаю, мы ее продадим за хорошенький плюс себе в копилочку на баланс. Ух, просто посмотрите, какая Пагани стоит, которая из кейса «Путь к вершинам». Она плюс еще эксклюзивная будет, когда этот кейс закончится и просто будет только расти, как Маруся, в цене. Я просто в афиге. Давайте посмотрим еще какие-нибудь предложения себе на перекуп. 414 максималка. Ну, кстати, довольно хорошо. Давайте еще побегаем. Так, LaFerrari, F90. Так, нам никого нету. Так что давайте дальше побегаем, посмотрим машинки. В общем, на высоком классе больше ничего не было. И здесь я забежал и увидел интересную М5 Е60. Давайте сформулируем цену 2,2. Интересно, что здесь? Спорт, скорее всего, и Nitro X10. Это цена, кстати, для перекупа. Кто вот взял, например, за 2 и продал за 2,2. Ее выгодней брать за 2 и продавать за 2,2. Потому что ни дороже я ее не отдам. Я ему давайте предложу 2 КК. Если согласится, то возьмем на перекуп. 2,2 без торга. Ну окей, значит, не сегодня. Всего лишь я час постоял на БУ, и уже продаем мы нашу Bugatti Atlantic игроку за 4 миллиона. Это получается чистый профит в 700к. Сейчас мы с ним договорились, что он мне передаст 400к трейдом, и я ему продам ее по максимальному прайсу. Это 3 миллиона 600 тысяч, и уже все будет по красоте. Все, дожидаемся трейда от Игорька, и будем уже получать хороший профит с данной Bugatti. Я же вам сказал, что мы ее продадим дороже. Все, 400к у нас на аккаунте. Теперь садимся в машину и кидаем за 3,6. Все, написали 3 миллиона 600 тысяч. Проверяем все тщательно. Игорек, принимай и получай свою Bugatti Atlantic себе на аккаунт. Все. 700к мы залутали с данной машины. Спасибо, Игорек, тебе за выгодную сделочку. Экстренное включение, парни, вы понимаете? Стоковая сест-элемента. Этот Black Pass выходил год назад почти. И эту сест-элемента продают за 3 миллиона. Вы представляете? Это, можно сказать, как бы стоковая сест-элемента в 2024 году, как золото найти на пляжу. И мы ее покупаем. Сейчас мы, скорее всего, ее затюнем немножечко. Поставим, может быть, прошивку Sport. Я не знаю, сколько она стоит. И уже будем продавать 6 КК данную сест-элемента. В общем, я уже вернусь, когда узнаю цены на все, что запланировал. Так, все, вы уже приехали в Стайлинг Центр ставить прошивочку. Спорт прошивка стоит 99 тысяч. Получается, за 5 деталей мы потратим 500 тысяч плюс нитро. Это 600 тысяч. Нам встанет в копеечку поставить спорт прошивку на нашу сест-элемента. Чем мы прямо сейчас и займемся. Все, парни, я все просчитал. Если даже мы ее продадим за 5 миллионов, получим чистый профит 1,4 миллиона. Первая деталь поехала. Вторая деталь тоже прилетела теперь к нам в сест-элемента. Турбонадув прилетает к нам
на элементы. Следующий это у нас двигатель. Покупаем. Это у нас 4-я деталь. И теперь нагнетатель. Теперь у нас элемента на прошивке Sport. И осталось только установить Nitro X10 для полного сока данного автомобиля. Теперь проверяем прошивочку у нас через CarPassic. Давайте посмотрим. Теперь машина смотрится заряжена. Sport, Nitro X10. И теперь цена просто сногсшибательная. Также помимо прошивки нам надо еще сделать немножечко внешку. И теперь ставим ей тонировочку. Наверное, поставим на процентов 6, чтобы она не была прям бумер-бумер. Еще, пацаны, я съездил уже и поставил ей стоковые диски. Просто посмотрите теперь, как выглядит наш аппарат. Из 3 миллионов мы его превратили в 5 миллионов. И теперь поехали продавать. Я писал в VIP-чат, что продам элементы на прошивке Sport 5 КК без торга. Написал мне Эмилька Особов, мы с ним договорились встретиться, он как раз посмотрит, и теперь он пишет maybe 4,5, когда мы уже договорились по телефону. Нет, короче, боже, как вы меня заколебали. Зачем договариваться сначала на одну цену, а потом уже начинать сразу торговаться? Так, парни, вы Эмилька все-таки согласился, но знаете, одна загвоздка есть. У меня их 3 штуки. Одна из них на прошивке Sport, на фулл свете, получается, стоит где-то 6 миллионов. И другая фуловая почти. Какая из них какая? Я офигею просто. Теперь будем сейчас решать этот вопрос. Конечно, я знаю, что можно проверить по документам, но все равно это опасно, потому что я могу потерять почти фуловую элемента за 15 миллионов рублей. Я Емельке всю дорогу твердил, что через авторынок продать максимум можно 3,6. Он пишет, пошли через авторынок, пошли через авторынок. Я ему теперь пишу 1,4 через трейд, либо пока. Потом я ему кидаю 3,6. Он не пишет, что нет. Что нет? Ты сам уже был готов на это. Ты первый. Да боже мой, я офигею. Мы просто время тратим на это говно из-за того, что у меня 3 элемента. Я дофигеваю. Фрапси, я не буду фрапсить, потому что ты все равно можешь заскамить, а потом скажешь... Фрапс был неверно составлен. Ну, наконец-то, мы сошлись к золотой середине. Теперь мы договорились, что я ему просто продиктую код машины, и он его сам выберет и добавит свою доплату. И я уже знаю, какой код. Я написал себе на листочек. Вот у меня рядом со мной лежит бумажка. Так, проверяем. Все. Да, пацаны, это скорее всего правильно, потому что другие начинаются с тройки, кажется, а этот с двойки. Все. Вам платят 5 миллионов рублей. Мы просто, наконец-то, сделали это. Спустя 20 минут мучений мы продали эту элемента Емельке. Спасибо тебе, удачи. Дошел вечером в Black Rush и смотрите, что добавили. Добавили нитро, как в былые старые времена, когда еще был старый движок, довернули нитро. Только есть одна загвоздка. Когда ты едешь назад, нитро просаживает твой FPS до жопы. Нитро зачекали. Теперь едем покупать новые автомобили и продавать старые. Тут у нас на очереди Corvette C6. Я не помню, какого он года, но он очень безумно мне нравится. Мы договорились, пытаюсь я договориться с челиком за 3.1. Сейчас посмотрим. Здесь стоит гидра, пневма, донстрабы. Получается прошивка Sport. Насчет других прошивок не знаю, я еще не чекал, я только знаю, что тут Спорт, гидра, пневма и донстрабы. Но предложение, я вам гарантирую, 100% нас окупит. Наконец-то я уломал Егорчика за 3,1 миллиона. Мы покупаем данный Corvette C6 себе на перекуп. Посмотрим, за сколько он идет, так как рынка данного корвета я вообще не знаю. И это будет наше первое открытие данной машины себе на перекуп. За 2,9 брал. Посмотрим. За 2,9. Всего лишь 200к окупа ты получил с него. Все, я уже его перекрасил и уже везу его на продажу. Не чекал я багажник. Давайте вместе с вами это и сделаем. Посмотрим, может быть, что-нибудь лежит. Я не чекал. Мне кажется, как обычно, ничего нету, потому что это перекуп тачка. И здесь... почти фул багажник. Смотрите, номера 3 однерки, 4 четверки, 3 шестерки. Это можно, если по минимум прайсу продавать, по минимальному прайсу, то можно их продать за 150 тысяч. Каждый номер получается 50. Плюс здесь есть скины.
аптечки и чертежи. Я не знаю, сколько чертежи стоят. Если что, в будущем, может быть, займемся ихней продажей. Аптечки так мы забираем, ремки забираем. А теперь поехали продавать. Я говорю, рынка не знаю данного корвета. Я пишу 5 КК торг. Винтези подбежал и говорит 4,7. Ну, давай посмотрим, как ты мне кинешь через трейд. То, что у меня нету слотов. Давай, так, принимаем обменчик. Так, машина Зазик, машина какая. Что-то ты долго слишком выбираешь. Смотришь, да, наверное, на что можно заскамить. Ну, тебе не получится заскамить. Так, корвет С6, все правильно. И теперь у нас вы доплачиваете 4 миллиона 700 тысяч. Ах ты ж. Давайте примем, да это же выгодно, вы понимаете? Плюс еще ты писал, я кину, брат. И ты после этого пытаешься меня заскамить? Да никакой ты мне не брат, ты гнида черножопая, понял? Иди нахер отсюда. Мне уже даже лень снимать эти фрапсы. Это, наверное, 4-й раз, который меня пытается заскамить на данный корвет. Просто где нормальные игроки, которые не только скамят? Аллилуйя, парни, мои молитвы были услышаны и нашелся нормальный покупатель. Мы договорились, что 400к он мне также дают трейдом, и за 3,6 я ему ее продаю. Теперь осталось только, чтобы он передал, и трейд забагался. Так, Ренат, подтверждай и передавай. Так, и чё? Ну, Ренат, ну давай быстрее, пожалуйста. Мне уже хочется продать и пойти покупать новые автомобили. А, нихера, чё нихера? Ты не хочешь, все что ли? Трейд забагался. Я офигею. Сейчас, значит, будем перезаходить и уже начинать делать действия в плане продажи этого корвета. Знаете, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что Ренат возьмет, накидает мне 400к по 2500, потому что у него нету випки, а рехост он не захотел. Я ему даже предложил, давай я перезайду. Он сказал нет. Ну ладно, Ренат, тебе решать, что будешь накидывать по 2500, поэтому ждем, когда он накидает 400к, чтобы продать ему. Юху, остался последний финишный рывок, и мы это сделаем. Он почти накидал 400к. Давайте сделаю даже 50к скину, потому что я понимаю, это долго. По 2500 скидывать это долго. Давайте сделаем ему скидку. Вот сейчас добьем 19200 и скажем ему все. И уже будем продавать ему этот корвет. Потому что Ренат потратил свое время, он ответил за свои слова. Не как он те балаболы, которые называют братьями, а Ренат реально адекватный, лучший пацан, который есть на этом сервере. Если вы его будете встречать в игре, то передавайте ему привет от меня. Все, 3600 залетает, Ренат, принимай. И тебе спасибо за покупочку, приятно было иметь с тобой дело. Следы твой суду мы на снегу. Я перестал думать про бабки на счету.